Всем доброго дня! Сегодня у нас с вами необычный формат, потому что тут с вами буду присутствовать я частично. Необычный формат, потому что мы с вами хотели обсудить тему мироздания, тему того, как мироздание наше устроено, точнее, как его вижу я, и то есть хочу поделиться с вами, своим видением. Также я сразу же скажу, что я не собираюсь спорить ни с кем, ни с плоскоземельщиками, ни с круглоземельщиками, ни с полоземельщиками, ни там, я не знаю, какие еще, квадратоземельщиками там или еще чего-то, тетратобаратоземельщиками и тому прочее. Вот оставайтесь все при своем мнении. Если вам нравится та структура мира больше, пожалуйста, оставайтесь при своем мнении. Я останусь при своем. Мне мой больше нравится. Давайте сразу договоримся так, что вот то, что я сейчас вот здесь вам нарисую и расскажу, это все мое личное восприятие нашего мироздания. То, как лично это мироздание вижу я. Мое восприятие. Поэтому я с вами поделюсь, соглашаться с этим, не соглашаться, там смотрите сами, но то, что вы вообще между собой там спорите, и вас там начинают, что круглая она или плоская, или еще, вы просто сливаете энергию. Полая, на самом деле, если так прикинуть, на все, то правы и те, и другие, и третьи в чем-то, но не во всем, потому что уводят от правды, можно сказать, вообще просто в какую-то другую степень. Люди сами сливают энергию на то, в чем, вы знаете, как один смотрит, как я в прошлом видео говорила, один смотрит с одного угла, видит круг, другой с другого угла видит прямоугольник, и вот они между собой спорят. А круг там или прямоугольник – это фигура. А вот эта фигура, это вот. Так вот, смотрите, для тех, кому интересно, что круглая она или плоская. Так вот, ребят, если брать все мироздание, вообще все мироздание наше, то оно круглое, оно шарообразное. То есть это шар. Наше мироздание, полностью наше мироздание – это шар. Этот шар там где-то в космосе. Вот в этом вас не обманули. А теперь смотрите. Но если брать конкретную нашу параллель, вот она плоская. Понимаете? Вот как-то вот так. Конкретно наша параллель плоская. Если я смотрю на конкретно нашу параллель с тонкого плана, я вижу примерно вот такую картину. Сейчас я вам нарисую. Я вижу вот такой вот блинчик, просто блинчик, как на карте, там рисуют на картах. И вот у него там пошли там Азия, Евразия, Африка, там что, Австралия. Вот они там континенты, значит, море там и все остальное. Понимаете? Вот это конкретно наша параллель. И она вот такой вот блинчик плоский. Оно не шарообразное, оно вот такой вот плоский блинчик. И этот блинчик, он вот здесь вот таким вот образом расположен. Вот в этой вот конструкции. Так вот, каким образом этот блинчик вдруг становится большим шаром? А потому что этот шар состоит не из одного вот такого блинчика. Таких вот блинчиков, вот таких, вот в этом шарике огромнейшее множество. И все эти блинчики в этом шарике существуют одновременно. Понимаете, в чем дело?
тут недавно вот я только у одного человека вообще столкнулась с подобным описанием мира, да, с приближенным. Это на канале Анны Вегдаш я недавно видела видео, она там записывала, что какой формы наша Земля. И она там пришла в видео к выводу, что наша Земля является гиперкубом. И я когда посмотрела, и я была в таком шоке, я думаю, ну наконец-то, ну хоть кто-то понял, как на самом деле выглядит наше мироздание. Потому что наше мироздание, оно не является мирозданием с одним пространством. Оно состоит из многокомпонентного, оно многокомпонентное. Пространств в нашем мироздании очень много. И реально наше мироздание, можно сказать, является гиперкубом. Почему я вам здесь не нарисовала гиперкуб? Ну, потому что я немного не соглашусь в плане гиперкуба, с тем учетом, что гиперкуб состоит из квадратов, из кубов. А наше мироздание, оно состоит из кружков, вот таких вот. То есть и таких кружков очень-очень много. И на каждом таком кружке, вот на каждой такой вот плоскости, да, как вот апельсинчик, мандаринчик, и мне вот это напоминает, я нарисовать не могу, вот как знаете, есть определенный либо бумажный фонарик, либо вот книжка, которые берут и вот так вот раскрывают, ну вот, допустим, здесь вот корешки, да, и вот странички, и они вот так вот просто вот так вот эти странички много-много-много-много-много вот так вот раскрываются со всех сторон. И оно образует объем. В общем и целом, то есть оно образует объем. Объем, который уже является шаром. И то есть, если вы думаете, а как тогда вот с космоса или что-то? А вот, ребята, я не знаю, кто понимает в физике, там, я не знаю, пространственная это физика или что, кто понимает, каким образом можно попадать в определенное пространство. Есть как точки входа, да, в это пространство. Вот если ты залетишь с вот этой стороны, ты попадешь вот в это пространство. Если ты залетишь вот с этой стороны, ты попадешь вот сюда. Если залетишь с вот этой стороны, ну, соответственно, вот сюда. То есть, понимаете, да? Точки входа в разные пространства. Опять же, сразу скажу, кому не нравится, идите, как бы там тапками в другом месте кидайтесь, пожалуйста. Я говорила, это мое личное представление. Я могу верить хоть в фиолетовую тумбочку, хоть в золотую сковородку. Вы же там верите в круглую там землю, плоскую, там еще в какую-то. Вот я могу верить хоть в золотую сковородку. Значит, смотрите дальше. Насчет наших параллелей. Так вот, параллелей у нас огромное множество. Я не могу сказать конкретное количество параллелей, я их не считала. Но я сама лично, то есть, ну, с детства, с самого, там, это, наверное, мне лет 11 было или 12, в астральном выходе я была на нескольких параллелях, то есть, ну, за вот эту жизнь я где-то была на 3-4 параллелях. В 3-4 параллелях. Я особо по ним не лазила. Одно было, которое я прямо излазила вдоль и поперек, но это вот был первый опыт, да. И там еще было то, что у меня там астральное тело застряло. Вот, поэтому я там вынужденно лазила, можно так сказать. И как бы немного знаю, что и как они из себя представляют, да. И, кстати, вот та самая параллель, которую я в детстве всю излазила, что самое интересное, понимаете, я потом, уже в более сознательном возрасте, я в одном из эпосов, не соврать, по-моему, кавказских народов, что ли, не буду врать, не помню. К сожалению, я его не сохранила, я вот до сих пор думаю, вот надо было сохранить, почему я вот не сохранила и даже не запомнила ни названия, ничего, просто в интернете там что-то искала, не помню, наткнулась. А сейчас Google вообще не работает так, как он работал 10 лет назад. Ни Google, ни Яндекс на поиск. Они всякую ерунду высвечивают, а то, что надо, они не высвечивают почему-то. Вот.
раньше они более были настроены на пользователя, а теперь они настроены на то, чтобы пользователя сдурить. И вообще я заметила, что за 10 лет даже в интернете информация коренным образом изменилась, и контекст всего, что вообще пишется, меняется от, я не знаю, прямо противоположно. Вот, но не суть. Получается, где-то в кавказских, где-то вот оттуда эпосах я находила упоминание об этой параллели. Но там это все типа мифология, как они же все сейчас типа под мифологию это все косят. И вот там рассказывалось прямо как местный богатырь, да, какой-то там, главный герой, он спускался через пространственный ход физический, то есть который находился в реке. Он спускался через пространственный ход физический в другую параллель. А там была другой народность совершенно, то есть, и как раз описывал вот ту параллель, где я была, и там описание идет и местности, и определенных мест, которые просто ни с чем не перепутаешь, там, и очень много других таких мелких деталей. Я была просто в шоке. Просто в шоке. Потом еще я в детстве встречала еще одного человека, который тоже в этой параллели был. Вот, и она мне рассказывала, что да, вот я тоже там была, и мы с ней там поговорили, и тоже о местных достопримечательностях и о прочем, побеседовали. Я тогда думала, наконец, кто-то еще там был, да, это же удивительно и здорово. Кстати, тетя Света, если вы услышите этот ролик, то вам огромный привет. Я помню этот разговор очень хорошо и досконально. Вот. Может, узнаете меня. Значит, смотрите, насчет параллели. Я уже оговорилась, да, про пространственные ходы. Так вот, наши параллели, они очень тесно между собой взаимосвязаны. То есть они на самом деле все мироздание, то есть, да, вот весь наш круг со всеми вот этими плоскостями, он очень сильно взаимосвязан. То есть каждая вот такая это общая оболочка, да, то есть наше мироздание многопространственная общая оболочка, как единое тело, где очень-очень много всего проживает одновременно. А наше мироздание на самом деле тоже имеет душу. То есть и оно существует, оно тоже многомерное, то есть многомерное и многоуровневое, многопространственное. Это душа, которая проживает опыт многопространственной реальности, которая происходит с ней одновременно. То есть можно сказать, что она проживает несколько жизней одновременно. Понимаете, это опыт такой. Но это душа высокого порядка, очень высокого порядка. И это, я уже сказала, как проживает много жизней одновременно. Помимо этого, у нее еще и существует многомерности. То есть у каждой вот этой вот параллели, да, у каждого такого пространства есть определенное количество мерностей, а некоторые из них не существуют физически, в физической мерности, в той, в которой привыкли мы. То есть где есть стул, можно там что-то потрогать, то есть они, допустим, существуют в астральной мерности. Есть и такие. Их не подавляющее большинство, но такие тоже есть. То есть вы представьте, это помимо того, что у нее существуют параллели в физическом, то есть физической мерности много, у нее еще и в астральной мерности существует, да, то есть она многомерная и многоуровневая. У нее принцип, опять же, принцип фрактальности. То есть она, свое тело, это ее тело. Мало того, что оно многопространственное, оно еще и также многомерное, как и человек имеет много тел, да, душа обычная, маленькая, воплощается там у него там физическое тело, потом эфирное, потом астральное, потом там так, и там дальше поехали, да, то есть у планеты то же самое. Один и тот же, вот вам тоже пример принципа фрактальности. Все фрактально, все повторяется, малое похоже на большее. Далее, смотрите, каждые параллели, они между собой соприкасаются.
И такие точки соприкосновения есть, конечно, пространственные ходы, но они даже в чем-то, вот эти листики, они накладываются друг на друга. То есть фактически, я даже не знаю, как вам объяснить, некоторые из них вот как вот так вот друг на друга наложены, вот как страницы в книге. Вот они раз, вот так вот, как слои определенные. И между собой они имеют точки соприкосновения, да, какие-то. Это как вот, знаете, опять же, принцип фрактальности по теме кротовьих нор. Но я не рассказывала вам еще про то, как между собой связаны системы, да, в космосе. Вообще, в принципе, вам еще ничего про это не рассказывала, про устройство вселенных, про устройство систем и прочего. Но это тоже потом, когда это разберем, вы увидите здесь принцип фрактальности, потому что между всеми вот этими параллелями есть ходы-выходы. То есть они не изолированы друг от друга, они не находятся на изоляции, они вообще по идее как соседи, как соседние государства, понимаете, как соседняя страна, в которую можно приехать. То есть они не изолированы. Только если сама параллель изнутри, да, вот допустим, вот эта параллель конкретная, вот они решили все, вот, все, запрет на въезд, все. Виза, Шенген всем отменили, все, закрыли все ходы там изнутри, и к ним сюда не пробраться. Они полностью изнутри, они закрылись. Все, никто к ним зайти не может. Вот только если так. С их разрешения, допустим, там можно где-то через таможню, там один пропускной пункт работает. Ну, чтобы вы понимали, да. То есть остальные между собой связаны. И они постоянно, по сути, между собой общаются, постоянно между собой как-то контактируют и прочее. Так, если вы сейчас, некоторые задались вопросом, что контактируем ли мы с кем-то, да, и происходит ли у нас какой-то вот такой вот обмен, там, я не знаю, торговля, там еще что-то с другими. Я вам могу сказать, что на данный момент, в периоде захвата, да, у нас есть пространственные переходы рабочие, и там такой улит просто творится, что да, там жизнь кипит, цветет буйным цветом. Недавно проверяла, вообще просто контрабанда везется, все что угодно через параллели. Ну, это ладно, попозже разберем. А сначала тему пространственных переходов. Так вот, также пространственные переходы, вот эти кротовьи норы, так называемые, да, вы, наверное, вот, кстати, они все показывают, понимаете, они все показывают, они обязаны показывать, они все показывают. Они говорят, они обо всем знают. В фильмах вам показывают, везде показывают, всякие передачи там, сверхъестественное сегодня, там какой-нибудь а-ля, да, необъяснимо, но факт, там, вот там человек зашел, значит, в какой-то дом и не вернулся, там, да, и там шел между двумя деревьями, попал в параллельную реальность, там, и прочее. Это все реально. То есть, и там кто там следы там какие-то находит. У нас в России, может, знаете, был Алешенька такой, да, который бесследно, тело которого исчезло после того, как приехали определенные структуры, да, типа для опытов, там, забрать для научных каких-то вещей, и все, бесследно пропал. Был и нету. Вот. Так вот, по теме пространственных переходов. Есть астральные пространственные туннели, то есть между вот этими вот параллелями можно ходить. Закрытые физически. Вот у нас здесь перекрыты физически. Чуть позже расскажу. Но астральные переходы, астральные туннели, кто умеет ими пользоваться, может быть, кто сейчас слушает это видео, понимает, о чем я говорю, что такое пространственные туннели тонкоплановые, то есть для астральных переходов. Вот. Они прекрасно работают. И можно ходить как бы астральными проекциями, то есть можно от одной параллели приходить к другой, там, третью, четвертую, пятую, десятую. Вот. Я не знаю, если перекрытые, я говорю, я не на всех там ходила, да, и не везде лазила в этом плане, но может быть и есть параллели, которые перекрыты, да, вот астральные вот эти вот туннели,
в которые нельзя попасть даже таким образом, я не могу сказать. Вот. Ну, думаю, может, кто-то чего-то, если сами перекрывали, они опять же. Вот. У нас они не перекрыты, астральные туннели, то есть мы можем со своей параллелью путешествовать между другими. Может, кто-то этим занимается. Есть также физические туннели. То есть вот идешь мимо двух там березок, пропадаешь. Попал в Бермудский треугольник, пропадаешь. Там, зашел в перевал Дятлова, пропадаешь. Образно выражаясь, опять же. Вот. Есть такие пространственные, ну, то есть межпространственные туннели физические. И я проверяла такие туннели, то есть у нас здесь наши параллели, темные их перекрыли. То есть те туннели, которые были физические, я их просматривала. То есть там на Антарктиде есть такие туннели. И много где есть такие туннели, кстати. Вот тоже скажу, тут с Анной разговаривали. Пирамиды египетские. Посмотрите ее видео последнее про пирамиды египетские. Вот там тоже вам туннели. То есть, что там она смотрела, что это телепорты, да, вот, египетские пирамиды, что они телепортационную какую-то функцию несут и что-то вот куда-то из одной мерности в другую чего-то, там тело могут переместить. Но фактически это переход между параллелями. То есть, но это искусственно созданные. Искусственно созданные точки тоже имеют место быть. То есть есть такие технологии, но нам они недоступны. Вот. Ну, есть цивилизации, которые умеют это делать. А потом, когда коснемся системы космоса, межпространственные корабли, это тоже не вымысел. И они именно межпространственные. То есть, которые ходят между пространствами. Умеют создавать точки перехода. Так вот, в нашей параллели все вот эти вот точки физические, они перекрыты. И я проверяла точки перехода в светлые параллели, они просто наглухо забаррикадированы. Просто наглухо. Фактически наша сейчас параллель, она находится на полной изоляции, причем изоляции изнутри, ее просто изнутри законопатили, вот как я говорила, показывала, да, то есть перекрыли везде все, и никто не может к нам зайти, и никто не может оттуда выйти, то есть все заперто изнутри, считай, заперли нас здесь. Но некоторые точки открыты. Так вот, давайте немного о другом, что я, может, то, что формат, я такой новый, да, и я немного, может, переживаю, волнуюсь, что-то у меня сбивчиво как-то рассказ идет. Давайте немного про сами параллели поговорим. Во-первых, смотрите, чтобы вы понимали, наше мироздание, оно является смешанным. То есть оно, во-первых, было в тройке, да, до недавнего времени, то есть физическое пространство третьей плотности, вот, я имею в виду сейчас физическое пространство третьей плотности, потому что плотность сама по себе это свойство пространства, вот, это общее пространство. Если это пространство третьей плотности, то это общее пространство, которое имеет определенные физические свойства. Физические свойства для всех мерностей, которые находятся в этом физическом пространстве. Я сейчас говорю физическое от слова физика, а не от слова потрогать и пощупать. Вот. Так вот, наше мироздание, оно является смешанным, да, по типу существования. То есть есть параллели, которые в нашем мироздании пошли по светлому пути, то есть это светлые цивилизации там живут, очень высокоразвитые, да, очень высоковибрационные, то есть которые действительно избрали светлый путь и идут по нему. Но есть в нашем мироздании и темные параллели, то есть темные параллели, где развиваются души, да, которые пошли по темному пути, то есть и у них идет именно развитие по принципу эгоизма.
То есть темные цивилизации там живут. И сразу вот, возвращаясь к вопросу, да, про темных и светлых, которые я в прошлом видео пояснительном рассказывала. Смотрите, сейчас немного затронем тему нашего завоевания, да, нашей параллели. Когда сюда прилетели цивилизации инопланетные, да, то есть они к нам сюда не прилетели с облачка, да, и не спустились, и не начали тут вот так вот завоевывать нагло. Они договорились, в первую очередь, то есть они как? Они договорились. И договорились они как раз-таки с соседями. То есть они обратились к темным цивилизациям, которые находятся на нашем мироздании, да, к темным параллелям о сотрудничестве. То есть сказали там: ребята, а вы не хотите ли сотрудничать? А вот у вас там столько, светлых живет, там столько государств соседних классных. Не хотите ли объединиться и вот создать тут пару зомби-ферм? Вообще, вот что все мироздание под себя не прогнуть? То есть, у вас же тут вот сколько темных параллелей, да, и вот мы там вам подсобим, мы вот будем там скачивать энергию там туда-сюда, вы нам поможете, ну как местные, там дадите доступ, там все в доле будет, все классно, и вы под себя, то есть это как государство, да, вот соседнее, я не знаю, давайте возьмем, я не знаю, предположим, вот этот континент, да, и вот тут континент какой-то. И вот отсюда прилетели вот сюда. Вот здесь вот светлые какие-то там, я не знаю, какие-то, допустим, территории, да, какие-то государства, они сюда прилетели к вот этим и говорят: слушайте, а вот у вас вот столько под боком хороших стран живет, у этих золото, там, у этих нефть, там, у этих там еще что-то, да, лес там, все. А давайте вот их всех позахватываем и будем вот все ресурсы с них тянуть. Вот. Вы, во-первых, обогатитесь, да, это насколько вам будет классно, вы тут будете все контролировать, как бы, и захватите весь континент. Весь континент будет ваш, фактически, да. Ну и нам там будете что отстегивать тоже, перевозить. Вот таким вот образом. Ну и что вы думаете? Некоторые согласились, не все. То есть они обратились к нескольким параллелям, то есть фактически они всем, можно сказать, темным параллелям предложили. И не все темные параллели согласились и подписались на вот эту замануху. То есть некоторые сказали, что мы закон нарушать не будем. То есть они не стали, не подписались на это. Сказали: знаете, мы как бы это, но нет. Мы знаем, что там за вот это вот все там и последствия могут быть, и все, мы на это не подпишемся. Мы вот живем себе тут вот мирно, тихо там, занимаемся своими делами, своей песочницей, как бы. Мы в этом участвовать не собираемся. И все. То есть, а другие, некоторые согласились. И реально начали вот захватывать, да, континент этот. Так вот, если смотреть на само мироздание, вот как там кто говорил, вот типа там вся Вселенная наша захвачена, я говорила, что даже все наше мироздание не является захваченным, потому что, по моим данным, да, я не буду говорить за чужие данные, я скажу за свои данные, по моим данным, по моему видению личному, по тому, что я проверяла, да, помимо нас здесь, давайте еще раз нарисую, так, чтобы оно наглядно было. Вот. По моим данным, у нас здесь захвачено всего 5 параллелей, включая наш. То есть помимо нашей параллели захвачено еще 4. И они шли аккуратненько, то есть они вот через вот эти пространственные ходы, да, через темные параллели, то есть это они фактически залетали вот сюда, это темная параллель, да. И через них, через пространственный ход попадали к соседу. И начинали там свою деятельность, не очень хорошую. И
И опять же через вот эти расы. А вот эта раса, она же местная, то есть они такие: ой, да мы же соседи, мы там с вами торгуем, а давайте там с вами торговлю наладим, там золото, серебро, бриллианты, там чем еще, лесом поторгуем там между собой. Ну мы же с вами, вы что, соседи тут, да, за одним столом там практически сидим, что бы нам соседские отношения не вести, да. И все под вот этой вот эгидой, вот оно прошло. Вот так вот нас завоевывали, ребята. Сейчас расскажу. По сути, я в свое время не могла понять, каким образом они сюда проникли. Сейчас мы с вами вернемся, кто там орал. Надежда даже про купол ничего не знает. Вот сейчас мы с вами... не было просто... Какой? Разговора не заходило. Сейчас мы с вами как раз-таки про купол поговорим. А вот. Изначально, потому что я была удивлена, как они вообще сюда, вот я не могла понять, у меня логика не срабатывала, как они вообще сюда могли попасть, вот каким образом они вообще могли попасть на нашу параллель, когда наше мироздание пошло на третью плотность, понимаете, существование, вот это все, не знаю, там, называйте как хотите, там, я не люблю слово боги, но души достаточно высокого порядка, то есть с больших плотностей, с высших плотностей, момент учли тройки. И над нашим мирозданием замечательным, там у нас континенты давайте нарисуем, там, я не знаю, там, вот, над нашим замечательным мирозданием поставили защиту. Это не купол, это защита. Она стояла четко. И то есть кто-то там, когда вот она параллель, допустим, идет, да, вот как вам ее нарисовать, как я вот рисовала, то есть подлетаешь вот отсюда, да, и попадаешь вот сюда. Не видно чуть-чуть, вот стрелочка. Давайте так нарисую прям, вот. Подлетаешь и попадаешь вот сюда. И то есть темные, ну, какие-то там с других каких-то мирозданий, еще чего-то, они не могли сюда попасть. Вот сюда они не могли попасть. Никак. То есть вот сюда они не могли попасть, потому что вот они сюда подлетали и все, и не могут дальше. Вот они тут могли вот так, там, так, сяк, как угодно, но вот сюда они попасть не могли. Все, им сюда доступ был закрыт. Вот как бы они ни хотели. Это было сделано для чистоты того, чтобы вот здесь цивилизация развивалась так, как нужно цивилизации. Понимаете? Чтобы никто не мог вмешиваться в развитие. И, ну, без разрешения, естественно, там всего, но наша цивилизация была не такая глупая, да, чтобы соглашаться на всякую ерунду. Вот. То есть здесь было все закрыто. Все. Я себе думала, ну как же они смогли, вот я думаю, может они как-то вот пробили эту защиту, как-то они что делали. То есть вот эту защиту устанавливали там, не знаю, давайте так, цивилизации, да, это были высокие технологии, там 7-й, 8-й, а то и выше плотностей, то есть выставляли. Каким образом вот это могло случиться? И мне тогда пришло, что дверца была открыта изнутри. То есть отсюда они никак не смогли сюда попасть. Дверца была открыта изнутри. То есть, грубо говоря, им вот здесь, вот отсюда открыли дверцу. Я не могла понять, ну ладно, хорошо, ну как разрешение, ну как вот кто-то тут, да, какой-то человечек, что вот он сказал там, эй, заходи, да, и тут раз такая там высокотехнологичная дверца открылась, и они сюда все полетели. Ну так же тоже не бывает, правильно? Я думаю, что-то тут не так. Но четко показал, дверца была открыта изнутри. Кто-то изнутри сломал защиту. И потом, когда уже я начала глубже копать, да, так или иначе, мне уже пришла информация, каким и чего образом это было сделано.
Я видела, что там цивилизации другие, вот они как-то прилетели, ну, то есть они как-то зашли, и это было сделано. Вообще, я сейчас не буду вдаваться вот в эти дебри истории, да, но чтобы вы понимали, истоки этого всего, вот, того, что творится сейчас, это идет из цивилизации древнего Вавилона и Египта. То есть это Шумеры и Египет. Вот. Это они начали контактировать с вот этими вот гадами, но контактировать они с ними начали не вот отсюда, а вот отсюда. То есть через пространственные туннели, где эти гады сидели вот здесь, у соседей замечательных. А эти соседи говорили, давайте дружить семьями, да, и вот они вот кротовьи норы вот эти физические. То есть они говорят, давайте дружить семьями, давайте тут вместе развиваться, вот вам дары, вот вам там матричный компьютер, который типа будет вам помогать. Ну, ладно, про него тоже потом. И все, и вот так вот они все это внедряли сюда, и так вот они внедрились, и так все и началось, и закрутилось, и завертелось. Все с параллели пошло. И сейчас, чтобы вы тоже понимали, не наша одна параллель находится в стадии очистки, да, от всего этого. То есть это все поползло как гангрена. Вот здесь они засели, и вот поползло наша, соседнее, то есть еще, вот оно поползло все. Сюда, сюда от них. Они во многих направлениях, они не только сюда, они и сюда и шли. То есть я говорю, еще 4 помимо наших завоеваны. Вот так вот. Они как гангрена начали просто расползаться по телу мироздания. Основная цель была и задача — это отжать себе мироздание, чтобы мироздание стало полностью темным. То есть если в мироздании, по сути, все параллели становятся темными, то все мироздание становится темным. И оно как бы уходит под их, я не знаю, как эгиду там назвать, под их крыло. Вот. Это была их основная задача. И еще насчет купола. Вот смотрите. Раз мы уже начали эту тему, да, вот вы сейчас скажете, да неужели там защитная, а что ж тогда все говорили, что типа вот, а вы говорите, что защитная, давайте сразу. Вот, и после того, как эта вся гангрена расползлась, и здесь все вот это вот пришло в тот вид, в котором оно практически, да, пришло в тот вид, в котором есть сейчас, то есть они раздолбили, вот эту защиту они раздолбили. Они ее смогли раздолбить, как я понимаю, изнутри. Но, если честно, я особо вот этот вопрос, как они именно ликвидировали вот эту защиту, я не смотрела. Но они взяли эти технологии, и на основе этих технологий, вот защитных, которые изначально были для защиты нас от них, они как-то эту защиту перестроили, переделали. Вот. И на основе этой защиты создали вот этот как раз-таки тот купол, про который все говорят. То есть их темный купол. На тонком плане, кто его видел, тот, может, знает, он выглядел, сейчас объясню дальше, он выглядел как стекло. Знаете, вот как большое стекло, как колба, вот стекло вот такое вот, которое поставили сверху. Поэтому, если кто-то видел картинки, вот, где как стеклом каким-то там накрыта земля или что-то типа такое, вот, это очень даже картинка, которая являет недавнюю действительность. То есть оно на тонком выглядело как стекло. И билось оно, кстати, тоже прекрасно, как стекло. Так вот, до прошлого года над нами стоял вот такой вот стеклянный купол, который был организован темными. Мало того, там еще помимо него кое-что было. Сейчас попозже расскажу. И вот этот вот купол, что он делал вообще, для чего он был? То есть какую функцию он нес для темных?
вообще, что они делали при помощи него. Так вот, как раз таки, ребята, кто говорил, что там чего-то только сейчас нас будут отрывать, там связь нам разрывать с Создателем, я могу вам сказать так. Вот эта штука, она изначально нам тут связь с Создателем и блокировала. То есть у нас ее и так не было. То, что собираются сделать, вот кто говорит, что типа при помощи определенной водички нам собираются связь с Создателем прерывать, нет. Там собираются ломать связь души и сознания. Вот там душа, да, там душа связанная прямо, и она рукой и там ногой пошевелить не может вообще никак в сторону своего сознания. А управление сознанием перехватывается искусственным интеллектом, эгрегориальным. Вот. А связь с сознанием, говорю, с Создателем вот эта штука прекрасно блокировала. То есть все лучи, все вибрации, все вообще, вот все что угодно, вот эта штука, она просто блокировала. Ничего сюда не заходило. И связь с Создателем, вот стоит человечек, от него до Создателя должен идти вот такой вот луч, да. То есть, который, вот оно, солнышко наше, тут не видно, опять же. Вот так как-то. Вот такое солнышко здесь у нас, и от него вот лучики пошли. Понимаете? Вот, образно рисую. И вот эти лучики, это вот как раз-таки энергии Создателя, да, и каждый человечек внизу должен вот эти вот лучики ловить. И вот они, все эти лучики должны вот так вот всю параллель нашу накрывать. И не только нашу, да, вообще. То есть все должно быть освещено вот этим светом. Но вот эта лажа, вот эта вот штука наверху, она все эти лучики блокировала. Все, не было лучиков. Вот так. До прошлого года. До сентября прошлого года. Вот. Эти лучики были полностью заблокированы. Объясню, почему до сентября прошлого года, чуть попозже. Сейчас, секунду, еще объясню. Я когда, знаете, наверное, лет в 20 задалась вопросом, я не помню точный возраст, но вот где-то примерно такой был. Я задалась вопросом, а почему я вот здесь, вот находясь, да, я не могу делать какие-то вещи, которые, мне кажутся вообще абсолютно какими-то, не знаю, элементарными. Почему я здесь не могу делать элементарные вещи? Для меня это элементарные, да, для вас, может, не элементарные. Вдаваться в подробности, какие именно, я не буду, но почему я здесь этого делать не могу? То есть я чувствовала, что что-то здесь блокирует мои способности. Есть что-то, что их блокирует. Что не дает мне, то есть ослабляет мою вот эту вот связь, да, во-первых, с Создателем, понятно, но и дополнительно как блочит использование моих же собственных сил. И вот я в другую параллель улетаю, то есть астральным выходом, да, то есть посещаю другую параллель, вот там я могу, вот там у меня все получается, вот элементарные вещи я там могу делать, возвращаюсь сюда не могу. Почему так? Если я там могу, значит, я и здесь должна это все уметь, правильно? Но как будто что-то физически подавляет меня. Как будто я здесь вот именно вот здесь, под вот этой вот штукой, у меня что-то не получается. Вот тогда я обнаружила его. Когда я задалась вопросом, что именно, какая структура, что такое есть, что блокирует мои способности, я вот нашла вот эту штуку. Я нашла этот купол. И я поняла, что над нами находится какая-то хрень, которая не очень хорошо на нас влияет. Вот. И что пока эта хрень там стоит, я своими способностями на 100% управлять не могу. Да. Так вот, теперь возвращаясь к теме прошлого года и сентября. Летом прошлого года. Может быть, среди вас тоже есть такие ребята. Я, по крайней мере, таких ребят знаю еще, помимо меня. Вот. Кто летом прошлого года разбивал вот эту штуку. Может быть, среди вас такие тоже есть.
Если вы сейчас это слышите, да, кто это делал, то знаете, вы делали это не одни. Нас было много. Вот. Мы разбивали этот купол. Было большое количество светлячков, которые просто били его. Били всяко разно, кто кувалдой, кто с ноги, кто с руки. Просто вот долбили. Это выглядело вот изнутри вот так вот. Просто его таранили его, разбивали. То есть это делали летом прошлого года, весь июнь, июль и август в том числе. То есть его долбили для того, чтобы вот эти солнечные лучики, понимаете, то есть, ну, сейчас объясню. То есть фактически ребятки делали вот такие вот дырки во всей конструкции замечательной. Ну, не замечательной, конечно, но вот делали дырки вот такие, через которые лучики вот сюда вот проникали. Вот они через дырки, через эти все. И светом заполнялась наша параллель. Вот такие вот вещи происходили прошлым летом. Но вы, может, даже это вообще пропустили, да, и даже этого не замечали, и не видели, и даже не знали, что такое было. Вот. И смотрите, еще что было. Вот эти вот лучики, когда они спускались вот сюда, они разрушали, я их называла как такие ватные облака, непонятные, энергосетки, которые стояли на городах. Вот прямо город, да, там какой-то там стоит небоскребы, тут еще что-то, вот там город. И он весь, вот все населенные пункты. Я даже вот летом ездила прошлым тут, нашим местным, даже в маленьких селах все было окутано вот такое вот облако. Вот просто вот серое, грязевое, вообще страшное облако. И это были как энергоинформационные поля, понимаете. И они спускались, кстати, искусственным образом. Эти энергоинформационные поля спускались они посредством молний, что самое удивительное. Там была какая-то установка, я не знаю, там у темных с Луны, она не с Луны, я не смотрела. Вот. Ну, я эту связь четко отследила. Как только ты убираешь информационное вот такое вот облако, то есть снимаешь сетку, эту развеиваешь. А каким образом ты развеиваешь? Приезжаешь в город какой-то, делаешь над этим городом дырку, вот такую в куполе, огромную. И сюда вот прямо на этот город начинают лучики энергии спускаться. Лучики энергии спускаются на город, вся вот эта вот ерунда просто рассеивается, все. То есть она как растворяется. Здесь вот чистый город такой остается. Все, чистый город. И потом сразу же тут чуть ли не на следующий день, а то и вечером этого же дня начинается гром, молния сверкать. И все, утром просыпаешься, опять же вот это облако на городе. И, кстати, может кто-то как раз-таки, вот я про это рассказала, может кто-то сейчас вспомнит и отследит то, что вот на вот этом вот континенте в прошлом году как раз-таки было движение одно, вот, которое просто захлестнуло вот этот континент, просто захлестнуло, и до сих пор там у них творится не понять, что с этим движением. Так вот, когда вот это движение все создавалось, и там вот весь этот хаос начинал твориться, когда люди из дома боялись выйти, вот эти вот молнии там просто не прекращались. Там молнии просто не прекращались. Там все долбило целыми сутками. Сутками долбило. Сутками оно вот это вот. И люди, которые там живут, они говорили, да мы за всю жизнь, сколько мы там живем, мы столько молний не видели. И это все было над вот этим вот континентом. Там создавали определенное энергоинформационное поле из негатива. То есть вот что такое вот это энергоинформационное поле. Я, кстати, сталкивалась, что-то там подобное говорили. Сейчас типа какие-то там сетки, Хирман. Вот, блин, я не помню, ребята, как вот мне там скидывали недавно, парень скидывал мне название, типа какие-то сетки.
Я посмотрела, что я что-то подобное там слышала, что типа кто-то говорил, вот есть там какие-то сетки, мол, они там на всей территории вот планеты вот так вот как-то они там делаются, да, типа вот находишься вот в этом там квадрате, там что-то там раком болеешь, вот в этом квадрате еще что-то. Вот похожая штука, только немного по-другому оно выглядит. Вот сейчас объясню. Там может быть, кстати, я не знаю, может это и имеют в виду вот эти вот энергоинформационные поля, да, про которые я имею в виду, может там, когда вот они говорят об этих сетках, может они то же самое имеют в виду, я не знаю. Но в любом случае вот похоже, что-то похожее, но я особо не вникала в тему этих сеток, поэтому я без понятия, что там про них пишут. Но смотрите, что вот это энергоинформационное поле, вот он город, да, еще нарисуем. Что вот это энергоинформационное поле вообще делает? Представьте себе большую негативную подушку. Вот, плотная энергия, да, ватная, я уже объясняла, как вата, такое, как облако, которое спустилось на город, да, ватное облако такое, вязкая достаточно энергия, негативная. И вот когда позитивный человек, вот почему некоторые говорят, вот я еду на природу, мне там так хорошо, у меня там так замечательно, вот ты просто вот отдыхаешь душой, и солнце там какое-то ярче, да, и трава зеленее, и речка синее, и все вообще, и небо более чистое, более какое-то прозрачное, более это, вот прям вот я чувствую, что вот я там счастлив на природе, вот у меня прям счастлив, мне хорошо, душа поет. И как только я возвращаюсь в город, все, вот прям вот бах и потух. Ну вот потому что вот было энергоинформационные поля вот эти. И они были прямо над населенными пунктами. И даже деревни, в которых прямо ярко выраженная природа, да, ну, просто вот энергетика, вот эта очень сильная природная энергетика, даже там вот эти энергоподушки были. И там вот энергия, она была смешанная. В городах и так как бы энергии природы практически нет. Но даже вот в таких населенных пунктах, в малых, да, эта энергия этих энергоинформационных полей, она перебивала энергию природы, чтобы люди могли вот полноценно жить в ладу с природой. И это все подавалось через вот эти молнии, через какие-то генераторы, да, там, я не знаю, вот, откуда-то поставлялось. Для чего они были созданы? Ну, я думаю, многие, наверное, и так догадались, да, чтобы человек, когда он попадает, вот что вообще представляют из себя энергоинформационные поля. Когда человек попадает в такое поле, вот вы представьте, то есть он попадает в море, ну вот когда вы, да, чистый, вот вы абсолютно чистый, вы заходите в грязную лужу, вы становитесь грязным, как вода в этой луже, правильно? Вот тут принцип такой же. Когда чистый человек, энергетически чистый, заходит вот в такую вот штуку, он начинает вибрировать на волне вот этой штуки. То есть человек на позитиве, да, у которого просто там зашкаливают высокие вибрации, заходя сюда, все, он начинает вибрировать, он начинает подстраиваться под это поле. Да, он может сопротивляться начать. Первое время он сопротивляется, но все равно он начинает резонировать на вот этом вот, на уровне этого поля. И сейчас, если многие из вас уже мысленно собрали чемоданы и побежали из городов куда-то в деревню переезжать, да, или вообще в тайгу, там, да, где энергоинформационных полей нет, успокойтесь, пожалуйста, сядьте и никуда не спешите, потому что сейчас эти подушки, они уничтожены. Вот. Никуда не спешите, пожалуйста, они нейтрализованы. То есть сейчас вот этих вот полей в том виде, в котором они были в прошлом году, да, еще летом, их нет. Получается, где-то с осени, как раз когда полностью разрушили купол, а осенью его полностью разрушили, вот, в начале еще, так, подождите, сейчас я вспомню, когда точно, где-то конец августа, начало сентября прошлого года, 20-го, купол темных полностью был разрушен. Все, над нами его больше нет. Сейчас я заново нарисую.
Я не знаю, кстати, вот я сейчас конкретно нашу параллель, да, по большей степени рассматриваю, что, как она устроена, почему и зачем, да, на ней было про купол, там еще про что-то. Мне кажется, вам будет гораздо интереснее, ну, на данный момент сначала про нашу параллель узнать, а потом уже что-то там про параллельные параллели, как заговориться, да, про другие параллели, потому что я думаю, это наиболее сейчас важная, да, информация про тот же самый купол и про все остальное. Вот, и про энергоинформационные эти поля и прочее. Кстати, энергоинформационные поля, вот эти вот, помимо вот этих подушек, как я их называю, да, наложенных на города, энергоинформационные поля, они в принципе вообще как свойство, я сейчас не имею в виду негативные какие-то энергоинформационные поля, вообще в принципе энергоинформационные поля это естественные формирования в большинстве своем. И многие люди, а точнее, я не знаю, очень многие люди, которые начитались непонятных там книжек, путают энергоинформационные поля и эгрегоры. Почему вы их путаете, я не понимаю. Это вообще абсолютно разные энергоструктуры. И где вы взяли, с чего вы взяли, что энергоинформационные поля являются искусственным интеллектом, ну, для меня это неизвестно. С чего вы это взяли, что вы там читаете. Ладно, я даже за это отдельный ролик потом уже сниму по теме, чем это отличается и почему. Спорить я даже вот не собираюсь в комментариях, где-то вот читаю это и мне там, ой, вы ничего не понимаете. Да, конечно, куда же мне? Ничего я не понимаю. Давайте дальше. Так вот, до прошлого года, до сентября, получается, был купол раздолбили. Между нами и солнышком, а солнышко это создатель, а не то солнышко, которое мы видим, да, над нашей головой. Сейчас мы еще разберем с вами тему того, что мы видим над нашей головой, чтобы у вас вообще мозг взорвался. Вот, по теме настоящего неба, которое от нас тщательно скрывается. Так вот, и все, между нами и солнышком больше посредников нет. И, соответственно, лучи, то есть энергии создателя, да, энергии, солнечные лучи света, они заходят сюда, на нашу параллель, и наша параллель, она освещена солнышком. Сейчас на данный момент так и есть. То есть все континенты на данный момент уже освещены. По крайней мере, я темных участков не видела. И даже вот этот вот континент, не буду называть по названиям, но я думаю, вы и так понимаете, да, страна, вот эта, даже эта страна, то есть за которой следит весь мир, она уже не находится, то есть она не темная. Вокруг нее стояли границы до ноября прошлого года. После ноября прошлого года эти границы рухнули, и просто свет изнутри залил эту страну, и там вот эти вот искусственные там были магические сооружения стояли, что невозможно было ни свет туда провести, ни вообще ничего. Полностью закрытая темная территория была, территория темных. Вот, но изнутри светом взорвалась, и все эти конструкции рухнули. Вот. Так смотрите, купол взорвали. И что же дальше? А дальше, ребята, что нам восстановили. Может, вы сейчас будете кричать, ага, Надежда, там, вы чего-то кого-то, но нам восстановили защитную вот эту оболочку. Это не купол. Не путайте. Вот я вам сказала, до того, как темные поставили купол, на основе технологии, нашей же технологии, они поставили купол, который нас же от солнышка отвлекал. Вот у меня даже так получилось, что вот солнечные лучи прекрасно через это все проходят. То есть теперь же восстановили, то есть старую энергетическую структуру, именно защитную. И то есть сейчас, ну, я уже видела, после сентября, получается, на корабли, которые подплывают темных, они опять же, вот они, упираются в нее, и все, они ничего не могут. И если раньше, может, кто-то еще, кстати, видел защитную вот этот вот механизм, вот, который сейчас стоит. И если раньше как бы вот эта штука выглядела как стекло, да, когда это было темных, стоял купол темных, выглядело как стекло, то сейчас вот этот защитный механизм, он выглядит как такой,
Знаете, во-первых, это световой, как защитный экран, как энергетическая какая-то вот структура, именно как защитный энергетический экран, полностью вот окруженный. То есть это не стекло, ничего. И вот эти вот темные структуры сюда проникнуть не могут. А солнечные лучи он никак не блокирует, да, ну, положительные там энергии и все. И, в принципе, а светлые корабли, то есть они спокойно проходят сюда вообще без проблем. Вот. Но, опять же, если вы думаете, что все сейчас корабли, которые вот здесь вот трутся в околовоздушном пространстве там, или где-то там появляются, летают, это все обязательно корабли светлых, давайте не забываем с вами, что вот это вот еще никто не отменял. Понимаете? Вот эти туннели, ну, если вы думаете, что, допустим, эти туннели это маленькая узкая пещерка, где там корабль не пролетит, то это не так. Есть пространственные туннели, достаточно широкие для того, чтобы, допустим, пролетел корабль. Ну, небольшой, конечно, но пролетел. Вот. Поэтому не все то золото, что блестит, как говорится, и расслабляться рано. Вот, но к нам сюда они уже попасть не могут. И какую-то контрабанду переправить не могут, и как-то воздействовать уже, допустим, там, чтобы корабль там вот подлетел, там, и какие-то там лучи вот такие вот там направил сюда, и чтобы это все там, нас там как-то магнитные или какие-то, и чтобы нас это как-то что-то делало, нет. Уже это не сработает, вот эти лучи, они все вот здесь вот на защитной сетке, все это остановится. То есть они уже никак не могут извне чего-то там, кого-то делать, как они это делали раньше. И, кстати, вот эти вот подушки, энергоинформационные поля, да, которые были на городах, они тоже сейчас не восстанавливаются уже. Все. Их песенка тоже отпета. И, кстати, это к вопросу, да, помните, там говорили, ну, точнее, я говорила, что 20 сентября прошлого года были сюда, запуск вибраций был, да, и было очень мощное повышение вибраций. Вот, пожалуйста, повышение вибраций вам. И частично, помимо вот энергии Создателя, да, которая идет, нам еще дополнительно, то есть для того, чтобы здесь все пришло в норму, дополнительно еще вибрации, то есть уже искусственные. Помимо энергии Создателя, еще и искусственные вибрации сюда повышают. Ну, и повышение вибраций искусственным образом для пробуждения. В общем, смотрите, именно после 20 сентября с повышением вибраций, с запуском вот этого всего были пространственные изменения, связанные с переходом с тройки в четверку, о котором сейчас многие говорят, мы эту тему тоже поднимем. Вот. Что у нас здесь поменялось физическое свойство плотности. Об этом мы тоже поговорим, когда будем разговаривать по теме смены плотностей. Но вот вибрации на это напрямую тоже немного повлияли. И как бы не зря это сделали одновременно, то есть повышение вибраций. Все это именно пошло на момент, когда очередным бочком наше мироздание перекатилось с тройки в четверку, потому что физические свойства плотности поменялись. И, соответственно, если бы люди продолжали жить по старой схеме, многие люди, это бы привело к катастрофическим последствиям. Потом, когда расскажу о переходе с тройки в четверку, вы бы поняли почему. И, кстати, тоже там момент в том, что почему люди сейчас уже не с такой охотной и не с таким разинутым ртом реализуют все намерения темных. И почему темные это там просто от этого в шоке и не знают, что происходит. Вот. Точнее, те, которые воплощенные вот эти вот, они привыкли по старой схеме работать, что она срабатывает. А сейчас старая схема не срабатывает, и они не знают, что делать. У них все ломается, потому что они не понимают, что происходит. И еще, ребята,
Давайте с вами заодно поговорим про небо. Про небо. Может быть, кто-то читал мой инстаграм. Я сейчас его не заполняю, практически ничего не пощу. Простите меня, пожалуйста. У меня просто не хватает чисто физически времени на это все. Потому что я и ролики стараюсь записывать и монтировать. И у меня еще и своя жизнь, которую никто не отменял. И она никуда не убежала. Вот. Которую тоже надо проживать и все делать в ней. Также я стараюсь отвечать то, что мне пишут, да. Вот, очень много людей. Это тоже все время. Поэтому не до соцсетей, скажем так. Я думаю, тем более новый ролик, он важнее поста в Инстаграме, поэтому, ну, простите. Ну да ладно. Кто, значит, читал, там я упоминала про настоящее небо в одном из постов давнишних. Так вот, ребята, у кого из вас в последнее время было такое ощущение, что небо, которое вы видите над вашей головой, оно не настоящее? У кого из вас складывалось такое впечатление, что звездочки, которые вы наблюдаете, они нарисованные? Я думаю, такие есть. И если вам казалось, что что-то тут не так, то вы были абсолютно правы, потому что тут очень много все не так. Если кто-то сейчас начнет кричать про какие-то телескопы, да, ребята, пространственная 3D-голограмма, она вам может в каком кратно увеличении рисовать все, что угодно. Так вот, я не знаю, относитесь к этому как хотите. Можете кто-то там к моей разыгравшейся фантазии, кто-то может сейчас это все списать на, не знаю, ну, воспринимать как фантастику или еще что-то, а кто чувствовал и видел, да, тем более, что что-то тут не так, тот поймет, почему ему так казалось. Так вот, смотрите, помимо купола, который нам поставили, зеркального купола, да, нам еще и его разрисовали. Понимаете, в чем дело? То есть для чего это было сделано? Я думаю, ну, многие догадались, да? Для того, чтобы корабли не видели, ничего вот этого не видели в околовоздушном пространстве. Для того, чтобы казалось, что мы одни в космосе, да, и всякие разные человечки с телескопами, говорится, да, даже без телескопов ничего ненужного не наблюдали. Так вот. Ну и еще, кстати, очень-очень важный момент, почему именно сделали вот этот вот купол. Точнее, не купол, а вот звезды там нарисовали и прочее. Смотрите, то есть помимо того, что вот здесь поместили темный вот этот вот купол, да, из стекла, они еще и здесь запустили на него такую классную, объемную, ну, не для наших технологий, да, 3D-голограмму, на которой у них тут всякие звездочки, на которых у них тут всякие планетки. И кто, ребята, кто считал, кстати, вот кто там плоскоземельщики это или полоземельщики, не знаю, или впуклоземельщики, ну вот кто считал, что Земля находится внутри, да, чего-то там, и у него вот здесь вот просто небо нарисованное над головой. Да вы, блин, были абсолютно правы тоже, только вы видели в этой самой фигуре еще и треугольник. То есть, ну, с другого ракурса. То есть одни смотрели вот отсюда, да, другие вот отсюда, а вы смотрели вот отсюда и видели треугольник. Но по сути так и есть. Вот они, звездочки тут, значит, тут еще что-то. Вот этот искусственный спутник, который тут под куполом плавает, да, и там что еще? Лампочка. Вот. Так вот.
Смотрите сюда. Для чего это было сделано? Ну, во-первых, я вам уже сказала, для того, чтобы люди вот отсюда, то, что происходит вот здесь, вообще никак не видели, да? А вот, во-вторых, это как защитный экран, да, для того, чтобы никто ничего не видел. Замечательный планетарий. Во-вторых, это схема, это часы. Вот, может, кто-нибудь что-нибудь понял уже, но это большие часы. Это большие, огромные часы. Вот эти вот все звездочки, схемки, все. А вот эти часы, они связаны с механизмами, при помощи которых вот здесь качается энергия. То есть вот здесь, помните, не знаю, на Луне, идут такие огромные трубы, да, образ нарисуем, которые уходят куда? Правильно, в другие параллели, темные, да, через которых работают те, которые прилетели вообще откуда-то оттуда. Так вот, вот эти вот темные трубы, они через вот эти вот ходы, да, выкачивают энергию. Вот люди живут, а вот здесь вот по вот этим трубам, как по кишкам, выкачивается энергия. А вот здесь живут человечки, которые знают о том, что вот здесь, да, на самом деле происходит. И вон там тоже на самом деле происходит. И они, вот эти человечки, вот этим вот и вот этим вот служат. Так вот, чтобы вот эти человечки понимали, что надо делать и когда делать, они ориентируются по часам. Понимаете? Им сказали, вот когда там Козерог будет в Водолее, ты должен сделать вот то-то. А когда будет там, я не знаю, там какие-то врата Овна, ты должен сделать вот это. Потому что вот здесь это завод. Ну, вот, знаете, вот есть завод, да, допустим, и на заводе все механизировано. Вот все вот это вот делают, ну, там, образно выражаясь, роботы, да, или как вот, механические конструкции. То есть все роботизировано. Тут там в определенное время заслонка какая-то открывается, да, вот она там, все там пошло. Тут она в определенное время закрывается потом, тут там что-то засыпается, тут что-то откачивается. То есть здесь, когда принимается, там оно там по кубикам заворачивается уже готовым, да. Все вот это вот просто конвейер. Вот просто конвейер, реально. Если вы посмотрите на тонком плане, ну, может, кто уже может, вот, если там, ну, хотя не лазьте туда, там защиты большие. Если, допустим, вы посмотрите на тонком плане, там просто конвейер. Это все большой конвейер. Там все настолько механизировано и уже отработано, что это просто вот работает, как часы тикает. И многие знают, ну, допустим, завод, да, вот работает конвейер. И вот рабочие, которые на этот конвейер обслуживают, да, они знают, что надо вот в определенное время, вот 12:00, вот здесь вот там, вот так вот, 12:00 пришло время, все, надо зерно засыпать вот сюда вот. Все, он начинает засыпать сюда зерно. Тут время там 13 часов, допустим. Надо кнопочку какую-то нажать, вот здесь что-то там, заслонка какая-то откроется, тоже там что-то. Оно все механизировано. А вот эти часы сделаны для вот этих людей. Это, к слову, о том, кто по этим часам чего-то там пытается светлое высмотреть. Вы понимаете, чей это механизм? Вот просто вот я вам рассказала, вы можете относиться к этому как хотите. На самом деле наше небо выглядит абсолютно по-другому. Вот это механизм. Механизм. Просто часы. И те, кто умеют ими пользоваться, те чего-то по ним вычисляют. И они знают, когда там 12 часов, когда там 13 часов по этим часам. Когда 17 часов. У них просто циферблат более сложный, вот и все.
Но вот эти вот часы, они связаны с вот этим и с вот этим. С темными они связаны. Завод они поддерживают. Вот этот вот весь, который они здесь устроили. Системный завод вот этот. Весь держится на вот этих часах. Как, может, это девушка вспомнит, она мне прислала видео, и там одна женщина, она такая говорит, я вот общаюсь с Богом, ну, она под эгрегором сидит, очень таким хорошим, который с ликами, там, со всеми делами, вот, и она вот под этим эгрегором, она говорит, я вот общаюсь с Богом, и он мне сказал, для чего он создал звезды. Вы понимаете, да, кто создал этот эгрегор вообще? И вот он же создал звезды. Она говорит, а для чего ты их создал? И он им прямым текстом говорит. Для того, чтобы люди по этим часам, звезды, это, говорит, это часы, это даты. Да я не помню, как оно уже там. Но смысл тот же. То есть, чтобы люди по этим часам справляли церковные праздники. Переводя на русский язык, делали ритуалы. Вот эти люди. Чтобы они делали ритуалы по этим часам. Поэтому, когда кто-то вам говорит, что по вот этим часам наступает какой-то великий праздник, сразу понимаете, что там за праздник такой и к кому он относится. Этот праздник для вот этих праздник. И в этот праздник, значит, вот эти люди будут делать очень-очень плохие вещи. Вот такие великие праздники по вот этим часам. Я говорю, можете относиться как угодно. Я вам говорю, как есть ваше там право решать. Но вот это, вот так вот оно все встало, 14:00, вот здесь покачали. Все, понеслась энергия. 15:00, отсюда полилось Г. Сюда. И все там чревовещатели кричат, суперэнергия идет, принимайте, народ, давай, вперед, классная энергия, принимаем все. Льется она вот отсюда, вот. Принимайте ее. А потом убивайте, то есть там делаете там, искупаетесь в этом, а потом вот отсюда, то есть на фоне вот этого вот, вы вот сюда выработаете в 3 раза больше. Вот такая схема. Не знаю, как кому понятно, я вроде как, может там жестом там понятно будет, я уже давно не стирала ничего. Ну да ладно, давайте не будем о плохом. Но я надеюсь, вы поняли эту всю схему. Я вообще к этому ролику готовилась уже морально, потому что я, наверное, у многих просто там либо мозг взорвется от того, что я говорю, либо, не знаю, может кто-то прозреет, а кто-то подумает, что да нет, вы что, нас же тут никто не обманывает, это же все неправда, то, что вы говорите, это же не может быть настолько все плохо. Мы же тут жили, у нас тут был футбол и хорошие президенты. Давайте дальше. Я надеюсь, по часам мы определились. Что такое часы, да, вот эти вот. И что такое небо, которое вы видите. Звездочки, вот эти все и все прочее. И теперь кому интересно, как же на самом деле выглядит наше небо? Может быть, кто-то его помнит. Я разговаривала с многими ребятами, кто-то его помнит, кому-то оно снилось, кто-то тоже его видел и не понимал, что он видит. А вот наше небо, ребята. И вот наше настоящее звездное небо. Я сейчас нарисую то, что я видела ночью. То, что я помню, вот, это мое воспоминание. Очень яркое, очень красочное. Это воспоминание, то есть я его помню, и мне потом тоже, когда я считывала информацию с тонкого, уже недавно,
То есть мне показывало, что оно так и есть, но еще вот эту старую картинку ее сохранят. То есть вот это нарисованное небо его пока еще придержит. То есть, ну, оно частично приглючивает, кстати, может, кто-то видел глюки. Вот, девушка недавно видела один из спутников настоящий, прям смотрела на небо и видела один из спутников. Вот, сквозь вот эту пелену днем. Вот. Также отчетливо, как видела, ну, допустим, видят люди днем, вот бывает луна, да, она, там видно ее. Она видела один из спутников также. Потом раз, и все пропало. То есть, ну, подглючивает, уже подглючивает. Может, готовят, может, я не знаю почему. Может, голограмма дает сбой. Ну да ладно. Так вот, ребята, может, кто-то из вас уже как-то что-то видел. Вот. 2 спутника и планета. Вот так это все выглядит. Это наше настоящее небо, которое мы должны видеть над головой. Космос, который мы видим черный, это тоже голограмма. В моем воспоминании, то есть то, что мы видели над головой, вот это настоящее небо, оно такое, знаете, насыщенно сине-фиолетового цвета. То есть оно насыщенный синий такой индиго с фиолетовыми сплохами такими. Оно нереально красивое. И, может, вы видели очень много картинок, да, которые рисуют художники, которые рисуют ребята просто обычные, и где они рисуют космос именно ярким, именно вот не черным, да, а именно ярким, в фиолетовых цветах, бирюзовых цветах, в каких-то желтый, там все, вот как северное сияние, да, идет вот в таких цветах рисует. И он на самом деле так и выглядит. И ребята, которые уже научились летать на тонкий план, да, которые уже... Кстати, я забыла про купол кое-что рассказать, про купол темных. Когда этот купол стоял, вот этот купол темный, стеклянный, мы тонкими телами за пределы нашей вот этой вот параллели не могли вылетать. То есть мы не могли вылететь в космос фактически, даже вылезти из-под этого купола в космос. Вот только через дыры вот эти начали в прошлом году ребята вылетать. А сейчас вот очень многие начали вылетать в светлое воздушное пространство туда, в космос. И смотреть, то есть что там, как там, почему там вообще. Вот. Ну, уже находясь в этом сознании, конечно, да. И тоже видят яркие цвета, то есть фиолетовые, вот такие сиреневые, там желтые, яркие достаточно. То есть они черную вот непонятную бездну, которую нам там пытаются впихнуть. Так вот, ребята, вот это вот большой вот этот огромный спутник, да, он такой голубой, то есть такого голубого цвета. Больше, ну, он не сказать насыщенный голубой, он такой бледно-голубой, но как голубоватый такой оттенок имеет. Вот этот похож на Луну, вот, которую мы сейчас видим, то есть он такой серебристый. А вот эта планета, она такого коричневого цвета, знаете, насыщенного, как песочно-коричневый, вот такой вот. То есть, может быть, даже похоже, знаете, цветом, вот как Марс рисует, что он типа такой вот рыжий песок, прямо рыжий такой, насыщенно красно-рыжий песок. Вот такого же цвета вот эта планета, вот это. Вот так вот это все выглядит на самом деле. И я, когда вот это воспоминание у меня было, я потом... Кстати, сколько мы уже записываем-то? Час уже, ой. Вот это воспоминание, когда у меня было, я начала там рыться в интернете, тоже искать нечто похожее, там еще что-то. Я там нашла описание, типа были там 3 спутника у нас, вот, мол, 2 уничтожили, 1 остался, там и все такое. Вот. Но... Нет, я пыталась как-то что-то посмотреть, пыталась как-то что-то проверить. Я не вижу, что они уничтожены. Я не чувствую, что они уничтожены. Вот так. Я не чувствую, что кто-то их уничтожал. Я не чувствую, что вот это было. Они действительно есть. И они вот так вот выглядят. Еще, если брать опять же период моих воспоминаний, да, вот, взять
то еще где-то в районе 800, наверное. Где-то 800, да, так лет назад. Даже меньше, наверное. Почему-то мне идет 400. Мы еще видели старое небо. То есть в районе 400 лет назад мы еще видели старое небо. Оно еще было над нашей головой. Потом это все, я не знаю, затерли, убрали, еще что-то. И сейчас многие, наверное, там кинутся. О, да, там в ведах славянских там что-то подобное написано. Все, теперь веды славянские — это истина в последней инстанции. Не обманывайте себя. Везде, в каждом учении, в каждом течении, везде темные дают крохи правдивой информации для того, чтобы вы на них купились. Поэтому здесь не обманывайте себя. Так, вот даже не знаю, все ли рассказала, все ли то, что хотела рассказать. Кстати, да, вот, наверное, еще одну кое-что уточню по теме наших параллелей. Вот я рассказала про темные параллели, которые тут помогали, да, нас захватывать. До сих пор помогают, кстати, там вот этим вот, они теперь в одной упряжке все. Поэтому они до сих пор там это все разгребают, до сих пор это все помогают, и как бы у них это все там работает, так или иначе. Сейчас с этим, кстати, разбираются, да, если вы там думаете, что никто этим там не разбирается, что там происходит, и ничего там не делает, то нет. Но те параллели темные, это не одна и не две параллели, чтобы вы понимали, и разбираются с ними тоже по очереди. То есть сначала с одной, потом с другой, потом с третьей и так далее. Вот. Так о чем я говорила? Как раз-таки тревогу, вот по параллелям, да, я говорила, как раз-таки тревогу о том, что здесь происходит, что что-то тут нечистое, что-то тут вообще нереальное под боком творится, как раз-таки начали бить светлые параллели нашего мироздания. Не все. Некоторые просто вот забивали, типа такие: ой, ну что, нас это не касается, нас не трогают, нас это не касается, а там что происходит, нам без разницы, да, что там с ними происходит. А некоторые параллели нашего светлого мироздания начали бить тревогу. Они начали бить тревогу в том числе и в галактическую прокуратуру, что смотрите, что происходит, тут под нашим боком наше мироздание захватывают как гангрену, почему никто ничего не делает, там и все такое, это же наше мироздание, оно живое, да, и что за беспредел средь бела дня, посмотрите, и вообще. То есть они забили тревогу. И если вы там подумаете, начнете орать, кричать, что почему вот соседи наши, там светлые мироздания нам не помогали, почему они там еще что-то, ну вот помогали, забили тревогу. И я вам могу сказать, что на момент, когда вот это вот захваты, все было, я имею в виду темных, да, они тоже не дураки, они брали слабые звенья, они то есть брали те параллели, которые именно не особо союзничают с соседними параллелями. То есть они брали параллели, которые, в принципе, сами по себе. Вот так. Которые, для которых вот это вот союзы с соседями не такие развитые. Которые еще вот эти вот контакты там между другими параллелями не наладили настолько, что там в гости там друг к другу ходят, за одним столом сидят там каждый день и все там отлично. То есть у которых нет прочных связей с другими параллелями, и в том числе светлыми параллелями. Вот в такие параллели они и лезли. То есть они тоже не дураки далеко. Вот наша параллель была одной из таких. И, кстати, если кто-то там спросит, что что через купол мы не могли, да, никак там астрально, допустим, вылететь в космос, там, то можно ли было через пространственный ход, да, через туннель, вот, допустим, нырнуть в соседнюю параллель и оттуда вылететь. Вот честно, я только недавно об этом подумала, когда уже, считай, все прошло. То есть проверить я это уже не могу, к сожалению, но мне самой интересно. В тот момент, когда я еще прыгала по параллелям и всем этим занималась, я не настолько еще
была осознанная, ну, что я там ребенком была, о чем мы говорим, да, вот, чтобы там чего-то в космические, куда-то пространство, еще что-то лезть. Для меня и блуждание по параллелям было уже достаточно интересным событием. Ну вот, как-то вот так, ребята. Я думаю, уже, наверное, достаточно. По времени и так намного уже вышло в очередной раз. Вот. Ну, и информации очень много, как я считаю. И по теме нашего мироздания, и по захвату, опять же, проговорили, да. Вот, и по теме того, как все здесь устроено, как выглядит наше мироздание, в принципе. Я надеюсь, вам стало понятно, вот, как, что и зачем. И про туннели, в том числе пространственные, да, вот эти вот переходы между нашими параллелями, вот, и про многопространственность нашего мироздания. То есть, ну, я еще раз говорю, когда вылетаешь и смотришь на тонком на все мироздание в целом, видишь шар. Когда смотришь конкретную параллель, видишь плоскость. Вот, чтобы вы это тоже учитывали. Поэтому даже те, кто там говорит, я вот вылетел в тонкий план, и я видел плоскость, а другой говорил, я видел шар, но это потому что в разные восприятия. То есть попробуйте сделать, вот как я сказала, посмотреть конкретно нашу, если плоскость, да, ну, параллель плоскость, когда конкретно вы смотрите все мироздание со всеми параллелями, со всем, это шар. Вот. И по теме того, кто-то мне писал и орал, да вот там немцы занырнули куда-то через какой-то тоннель там в озере, занырнули, потом в полуземлю вынырнули. Не в полуземлю они вынырнули, в параллель они вынырнули, в другую. Вот. В принципе, вам это все показывает, там фильмы, да, есть всякие, в этот... там путешествие к центру Земли, где типа явно под землей там они в вулкан спустились, там на планету динозавров попали, да, и много других тоже фильмов этому посвященных. Джон Картер тот же самый, про то, как он, получается, с нашего мироздания, да, таким же пространственным переходом попал в параллель. А он попал в параллель. И, кстати, кто умный, тот уже догадается, к чему я клоню. Вот. Поэтому как-то так. В общем, давайте, ребята, я думаю, видео, наверное, получилось интересным. Может, кому-то оно покажется вообще каким-то бредом, да, сумасшедшего, там, может, еще что-то. Ну, еще раз сложимся на том, что кому это все не зашло, не понравилось, и ему до сих пор нравится там видеть Землю плоской в шарике, там, внутри полой, там, или еще какой-то, пожалуйста, ваше личное мнение, мое, я уже сказала, вот это мое личное восприятие этого мира, в котором мы живем, и я имею право на него. Так что все, на этом, я думаю, тема закрыта. Всем вам желаю быть сильными, желаю быть стойкими. Правда так или иначе всплывает, да. Мы так или иначе узнаем, как, что на самом деле происходит здесь. Поэтому, ребята, давайте. У нас все получится обязательно. Здесь и так уже много чего произошло. Если вы чего-то не замечаете, допустим, вот я сегодня рассказывала про энергетические подушки, которые снимали, и про то, что купол разбили, и то, что там уже переход от одной физического состояния в другое состоялся, и разделение пространств было в декабре прошлого года. Если вам кажется, что ничего не происходит, это не значит, что ничего не происходит. Может быть, вы просто чего-то не видите. Поэтому происходит очень много всего, поверьте, и яма выгребная просто очень-очень глубока, и выгребать из нее долго. Это все не одного месяца работа, но и так это происходит просто очень быстро. И еще вы должны учитывать то, что помимо нашей параллели, да, сейчас идет работа еще на 4 параллелях. Это тоже учитывайте. То есть не только вокруг нас тут все крутится, понимаете? Не только мы вот тут такие одни бедные, обездоленные, которых тут кто-то принижает, унижает.
поймите, что есть еще 4 параллели, которым тоже надо уделять внимание, и там тоже воплощались души высокого порядка, как мы с вами, которые тоже там сейчас делают свою работу, которые все это вот выгребают сейчас. И там же тоже и прокуратура работает, вот, галактическая, и много чего еще. То есть и души высокого порядка, которые там тоже все вычищают, да, разгребают. Поэтому будьте терпеливыми, пожалуйста. Тут не только мы такие, да, не только вокруг нас все вертится, не только... И мы должны понимать, что процесс намного более глубокий, чем мы бы могли вот его как-то намного глубже, чем мы его видим. То есть мы видим только верхушку айсберга. Вот, сейчас, я надеюсь, вы видите айсберг намного глубже, да, уже погруженный под воду. Ладно, все, ребята, давайте. Опять болтаю. Кто-то скажет, не по делу, да. Вот, так что закругляюсь. Давайте, до новых встреч.